Смотрите, вот июнь 2016 года Европа подошла к началу возможной войны уже на 95%. Осталось 5%. Испугается Россия? Войны не будет. Не испугается? Будет. И у нас находятся Так деятели. вопрос стоит. Так вопрос стоит. Да. Мне об этом сказали еще в прошлом году, в 2015 году. А почему он называет этот саммит переломным? Именно поэтому, то, что вы Именно говорите? поэтому. Они уже планировали в том году, что летом 2016 года обстановка обострится до предела. Они выставят ультиматум. Мы должны или согласиться, или ответить уже по-своему, как мы сочтем нужным. Ну, Это как бабушка отвечала волку. Она... Самое опасное – это июльский саммит НАТО в Варшаве. После этого или они должны начать отступать, или мы. Другого выхода нет. Все, подошел апогей. Рубеж. Рубеж или война, или они отступают, или мы. Понял. Сергей, а я хочу... 90% пути Да. к войне уже прошел. Да. Но я это не понимаю, скажем, как вы, куда вы имеете такие Вы сведения? из Германии? Да, я из Германии. Но Готовьтесь подождите, к мобилизации, НАТО, готовьтесь. хотя это можно критиковать, решение НАТО на Востоке Майкла сейчас. я оставил Но здесь. они, конечно, думают, что этим путем можно уменьшить возможность и опасность войны с этим путем. Это не наступление на Россию, конечно. То Как есть вы вы это можете считаете, что воспринимать как размещая наступление? базы НАТО по границам России, вы уменьшаете Но из их опасность? перспективы. И это, Серьезно? конечно, задача российской общественности и политики особенно понять, почему НАТО так думает. То есть Может быть, они наша правы. задача это разоружиться перед Ну, это НАТО вообще и задача начать политиков, вникать в ваши экспертов, проблемы. объяснять, почему они совсем с ума зашли. Нет, у них есть аргумент. Какие? Они не сумасшедшие. У них Какие есть аргументы? аргумент. Нам надо сейчас помочь этим странам, чтобы они успокоились, чтобы Польша, Прибалтика, Начните наконец-то у них покупать успокоились. шпроты. Начните покупать шпроты. у Вот, них. это тоже Зачем, возможно. зачем вы ставите у них ракеты вместо того, чтобы покупать шпроты? Но- Начните, покупайте. Почему вы Если их вы не едите? понимаете, что они хотят Почему вы не едите шпроты? уменьшить напряженность этим путем. А как вы можете говорить, что это путь к Деньгами войне? помогите, Бен, пожалуйста. военные Помогите, учения помогите странам Балтии, Военные учения в Польше. России тоже нормально. Деньгами. Это своей территории знак проводим. напряженности, действительно, знак напряженности. Но это не путь На войны. границе с нами Владимир вы Ильич, что проводите одно хотели учение сказать? за другим. Ну вот смотрите, вот, кстати, Вы пожалуйста. же изучали историю вашей страны. Когда началась война? Вот 22 июня 1941 года. Почему? Немецкие дивизии А подошли к где в советской Европе границе. Гитлер сейчас? Подождите, Скажите мне, пожалуйста, я это вам говорю. параллель. Я думаю, что Я вам нельзя говорю, делать такой параллель. Если бы немецкие используете дивизии российскую историю не великую подошли бы в к пропагандистских советской целях границе, сейчас. войны бы не было. Где немецкий Гитлер сегодня или Я, европейский? вы просто? Где русский в НАТО язык же дробите, Гитлер? сказал, вспомните, как началась Вторая мировая война. Да, конечно, мы 22 знаем, июня. как началась. И сейчас натовские дивизии подошли к границам России. А Натовские. где натовский Великая Гитлер? Как его Любые, зовут? любые. мировая. Там А где американцы фашистские есть, государства любые. в Европе И сейчас, танки стоят. западные? Все, что было в 41-м, в июне, вы уже сделали в июне 2016-м. Я не говорю, что вы завтра начнете. Вы берете нас на испуг. Вы думаете, что такие, как Кудрин, и другая какая-то пятая колонна скажет, давайте отступим. Вы понимаете, что мы отступать больше никогда не будем. Никогда. И вы доиграетесь до превентивного удара, когда от ваших дивизий, всех, и германских, натовских, ничего не останется вообще. Дым будет идти, понимаете, котлован будет идти. Подождите. Владимир Вольфович, Да, значит, пока мы все испугались, сейчас нас как-то это все напугало, честно Не сказать. нас ничего не напугало. Европейцы Но- боятся. Они чего вот боятся? их пусть боятся, и Так. поляки пусть боятся, Так, и все, немцы. все боятся. Все боятся. Но вас. Вот тогда они Да. будут выступать против НАТО. Понял. Сейчас им Понял. навязали в голову мысль, что в рамках НАТО они безопасны. Наоборот, чем больше натовских солдат на вашей территории, тем быстрее вы все погибнете. Все. Все до одного. Все, Владимир Вольфович. Убирайте подождите. НАТО все с вашей территории. Пожалуйста.